Вина. Крыс кормили рационом из 0,1% спирулины 28 дней. И после вводили токсин, который инициирует инсульт. Такая диета нейтрализовала снижение стволовых клеток. Более того, спирулина усиливала разрастание ткани на исходный уровень, защищала от уменьшения стволовых клеток, снижала воспаление, окисление, усиливала иммунитет, который также быстро справляется с повреждением. Спирулину также из комплектом комбинации экстракта черники, зеленого чая, карнозина и витамина D, который также по отдельности защищает от инсульта на 70%. И также эта комбинация со спирулиной давала такой же результат. Ну, например, также спирулина, она уменьшала размер инфаркта на 70%. Крыс защищала от Паркинсона и приводила к выздоровлению, удаляла мертвые клетки, реанимировала оставшиеся ткани. А вот здесь, например, она также защищала мозг от старения. Фосфатидилсерин. Его добавление улучшает когнитивные функции. И также при деменции тоже это помогает. 200 мг 3 раза в день, 42 дня увеличивало расслабление после психического стресса. В течение 6 месяцев людям в возрасте от 50 до 69 лет улучшалась память, также улучшалась речь. Но лучший результат был именно с омега-3 кислотами, поскольку ДХА улучшает всасывание. Ну и сами омега-3, они улучшают функцию гиппокампа. Также синтез ФС использует ДХА, содержащие фосфолипиды в качестве субстрактов, и уровень ПС зависит от уровня ДХА. Также, конечно, поэтому даже лецитин, он более эффективен с омега-3 кислотами. Поэтому всегда их вместе добавляйте. Вот, например, тут как раз таки вот этот вот ПС или по-русски ФС, и его, конечно, все-таки с рыбьим жиром. Омега-3 кислоты помогают при различных нейродегенеративных и неврологических состояниях. Уровни ДХА, то есть омега-3 кислоты, наиболее высоки в мозге. Ну и, конечно, роль омега-3 играет это ключевое значение в воспалительной реакции. ДПА уменьшает атрофию серого вещества в мозге, и ДХА снижает риски деменции. При деменции уровни омега-3 понижены. Но лечение омега-3 кислотами наибольшая польза была у пожилых людей с нарушениями когнитивных функций. Конечно, поэтому, конечно, с ФС его лучше вместе. Витамины группы В. Дефицит В12 приводит к дефициту фолата. Снижается реакция метилирования в тканях головного мозга. Дальше атрофия гиппокампа, нарушение целостности мембранных фосфолипидов. Фолатный цикл необходим нейротрансмиттеров, например, серотонина, дофамина, ну и так далее. Дефицит группы В связан со снижением когнитивных функций, деменции, вегетативной дисфункции, различных неврологических расстройствах. Дефицит В12 также часто путают с Альцгеймер. И более трети всяких психиатрических госпитализаций, также у них дефицит фолата или В12. Повышение гомоцистеина также связано с дефицитом фолата В6, В12, В2. А он влияет на когнитивную функцию, обладает нейротоксичностью, повреждает ДНК, приводит к гибели клеток и адаптозу. Например, В1 у 120 женщин повышал настроение, внимание, быстрое принятие решения. Витамин В6 100 мг или 250 мг вызывал увеличение выраженности сновидений, яркость, эмоциональность. Поливитамины и минералы детям даже после 3 часов после принятия улучшали выполнение задач, модулировали активность мозга во время задачи, интеллект.
Ну и, конечно же, витамины группы В, они очень часто понижены. Там, начиная от 5% при некоторых состояниях там до 70% дефицит. Поэтому все-таки, конечно, их принимайте, если у вас такие расстройства. С-витамин. Ну, С-витамин – это важнейший антиоксидант в мозге. И самые большие запасы С-витамина именно в мозге, ну и надпочечниках. С-витамин – нейромодулятор. И нейродегенеративные заболевания связаны с окислительным стрессом. Также он обладает, конечно же, лечебным действием при и Альцгеймер, и ишемическом инсульте, Паркинсон. Ну и если в организме, например, уровень аскорбата падает, в мозгу он нет, то есть он там более необходим. Также, конечно, он очень много функций выполняет, и у людей очень часто недостаток. Конечно же, при любом заболевании этот недостаток увеличивается. Аскорбат удаляет супероксид, который образуется при метаболизме митохондрий. Восстанавливает Е-витамин, его активную форму, ну и также его запасает. Также, конечно, он необходим для роста новых нервов. Действует как нейромодулятор. У мышей небольшой дефицит аскорбата приводил к потере нейронов. У обезьян 1 грамм С-витамина в течение 6 дней уменьшал на 50% размер инфаркта головного мозга. С-витамин защищал клетки мозга от адаптоза при болезни Альцгеймер. Но это и есть один из механизмов лечения этого заболевания. Ну и также он и амилоидные бляшки тоже уменьшал. Коэнзим Q10. Сильнейший антиоксидант. Оказывает нейропротекторное действие при лечении нейродегенеративных заболеваний. Ну и с возрастом, конечно, Q10 он понижен, то есть он снижается также при различных заболеваниях. Его добавление ослабевало поражение и увеличивало продолжительность жизни у мышей с амиотрофическим боковым склерозом. Но, конечно, большие дозы его нельзя, потому что он может также усугубить когнитивные и сенсорные нарушения. Доза не должна превышать 500 мг в сутки. А вообще, конечно, лучше это 100 или 200 мг. Больше, я думаю, смысла точно нету. Гинго билоба. Гинго билоба используется для предотвращения снижения когнитивных функций и других расстройств. Также, конечно, он усиливает мозговой кровоток, частично устраняет спазм сосудов головного мозга и ишемическое повреждение головного мозга. Действует как антиоксидант, разжижает кровь. Лечение гинго улучшало когнитивный дефицит у пациентов со слабой и тяжелой степенью слабоумия, с болезнью Альцгеймера или деменцией, но не предотвращал частоту возникновения деменции или Альцгеймер у пожилых людей с нормальным или минимальным дефицитом когнитивных функций. Но частота сосудистой деменции была ниже в группе гинго. Аминокислота аргинин регулирует воспаление, ускоряет заживление повреждений, улучшает эндотелий сосудов, восстанавливает нервы. Добавление аргинина при Альцгеймер и деменции регулирует нейрогенез и апоптоз, участвует в генерации новых клеток. Ресвератрол 200 мг в сутки, 26 недель, улучшал память, улучшал метаболизм глюкозы, увеличивал функциональную связь гиппокампа у пожилых людей. Креатин у вегетарианцев улучшал память и интеллект, также улучшал работу мозга. Куркумин. Ну вот, например, в Индии распространенность Альцгеймер в 4,4 раза меньше, чем в США в возрасте 70-79 лет. Куркумин помогает макрофагам очистить амилоидные бляшки, защищает митохондрии мозга от различных окислительных стрессов.
связывает тяжелые металлы, предотвращая нейротоксичность. Бакопа улучшает память у взрослых и у детей, защищает мозг от окислительного повреждения и возрастного когнитивного нарушения. Пациенты с Альцгеймер принимали 300 мг экстракта бакопы 2 раза в день. И у них улучшилось психическое состояние, ориентация во времени, месте, человека, внимание и языковые способности. Ну и также и у студентов улучшал память. Ну, например, вот бакопа здесь на iHerb, довольно-таки большой выбор. Аминокислота тианин. Ну, здесь обзор разных исследований. Ну, в общем, то есть эта аминокислота содержится в зеленом чае, и она защищает от когнитивной дисфункции, нейродегенеративных расстройствах, таких как Альцгеймер, Паркинсон, ну и так далее. Там, да, предотвращает инсульт и смягчает его последствия. У животных введение тианина в течение 12 часов после инсульта защищает клетки мозга и уменьшает размер поврежденных участков мозга. А после 24 часов также улучшает неврологический статус. Ну вот она тоже на iHerb есть, эта аминокислота.